Свой последний канарский выпуск я хочу начать с того, с чего начинаю первый. Обзор места, где мы живем. Так как обычно мы живем не в топовых местах, а на каких-нибудь задворках, демонстрирую вам рыбацкую деревню Гуймар. Здесь, правда, есть океан, чистота которого вопросов не вызывает. Вот так выглядит сама деревня. Она находится прямо под скалой. Хотя вот часть деревни находится прямо в скале. Так, сегодня у нас очередной парк. В этот раз Манки парк. Нам обещают лемуров, обезьян. И обещают, что их можно будет потрогать и покормить. Вот и первая экспозиция. Два животных в одном. Аллигатор спит и на нем черепашка. А тут вот целая коллекция хрюшек морских. Всех можно трогать, всех можно кормить. А тут вот такие вот лемуряки. Толстые. Такие холеные. Сидят, чилят. Ну, яблочко. Ну, яблочко, возьми. Утюхолюзи такое. Это бомба. Привет, макаки. Как дела, макаки? Как большой любитель обезьян могу сообщить, что в этом парке их действительно много. Я здесь аж подпрыгивал от счастья. А это агрессивный, но весьма симпатичный гамадрил. Он все пытался побить всех через стекло. Вот тут всякие кактусы. Кактусы я люблю. Здесь у нас ну просто архивыбор этих всех кактусов. И мои любимые круглые кактусы, которые у нас продаются обычно в эпицентре, в горошочках. Такие, как яйцо размером. А здесь растут немножко больше, чем яйцо. Вот такие, знаешь, как с это. Индийцы. С прической 90-х. В зоопарке была куча мартышек неизвестных мне пород. А возможность их кормления очень радовала. Ты жадина какая, глянь. Я жадина какая. Выбирает кукурузу. Пользуясь советами из интернета, мы приехали с самого утра к открытию, когда животные еще не перекормлены. Поэтому они прекрасно с нами контактировали и брали у нас еду. Ну ты вообще, короче. Я надеюсь, ты какать не хочешь? Твердись. Черепахи тоже были весьма не против поесть яблочек, а Вика была весьма не против их покормить. Ввиду большой популяции эти клиенты вообще ели все без разбору. Жарко, будем ехать, как белые люди на Канарах. А собрались белые люди посмотреть на маяк Тена. Но так как туда на машинах не пускают и возят только автобусами, а на этот автобус мы опоздали, пришлось изменить планы и ехать в город Гарачико. Это набережная Гарачико. А это его фишка. Рокес де ла Гарачико. И поверьте мне, этот кусок лавового образования будет максимально смотреть на вас с основной части магнитов, которые есть в продаже. Еще одной фишкой являются вот эти вот конструкции, похожие на танковые ежи, ими завалена вся набережная. Они являются еще одним интересным способом сдерживания мощи океана. Сам город Гарачико стоит на набережной, а вокруг него вот такие горы, огромные, просто высоченные. Город Гарачико считается восставшим из пепла, потому что в 17 столетии вулкан полностью засыпал его. Вот это вот остатки, так сказать, тех времен. Вот вулканическая лава застывшая, которая упала в море. Очередной натуральный бассейн, который мне здесь очень нравится. Прозрачность воды потрясающая. Вот заход в воду. В общем, Гарачико оставил впечатление райского уголка на лаве и пепле.
А следующим номером нашей программы является город Икот-де-Лавинос. И вот основная его достопримечательность. Самое большое драконовое дерево на острове Тенерифе. Между прочим, драцена драконовая в соответствии с законом Канарских островов 1991 года является официальным растительным символом острова Тенерифе. И до того, как в обиход вошли евро, оно изображалось на купюре в 1000 испанских песет. Итак, в Икот-де-Лавинос, кроме дерева, есть еще одна тема. Это вино Мальвазия. Какое-то хитрожопое такое винцо. Ну вот, в общем, есть тут место такое, которое называется музей Мальвазии. Google говорит, что это нифига не музей, это просто магазин, где тебе дают попробовать, а потом втридорого предлагают купить бутылку. Ну, попробовать, чего бы нет. Вот такие вот тут все дела. Сейчас мы все узнаем, сейчас мы все попробуем. И вам потом все расскажем. О, банановое вино есть, класс. Итак, мы все попробовали. Что можно сказать? Значит, сама Мальвазия это довольно-таки неплохо. Нам дали попробовать два сорта. Тот, что нам понравился, стоит 30 евро бутылка. 30 евро бутылка, в моем понятии, это никакое вино не стоит. Ладно, коньяк. Также мы попробовали, будучи здесь, ликер из кактусов, точнее из цветков кактуса, ликер из банана, ликер на основе драконового дерева. В принципе, все более-менее, но, скажем так, стоит оно все порядка где-то около 20 евро бутылка. Ну, тоже такое себе удовольствие. Утро нашего предпоследнего дня на острове принесло мне новый опыт – снорклинг. Как вода? Ну, по температуре. По температуре. Канарская, стабильная, 22 градуса. Ну да. Возможно, 21. Это в нашем, так сказать, апартаментах. Было бонусом. 2 маски, 2 шезлонга, чтобы смотреть на океан. Мы уже здесь 5-й день, ничем не пользовались. Ну вот я решил таки, что, наверное, надо. Между прочим, 1-й раз. Капец, она увеличить так страшно стало. Такое дно большое. Там, в общем, рыбы черные с синими точками, как в аквариуме. Была найдена морская звезда, совершенно случайно. Для тех, кто не видел, таких как я, вот она вот такая. Сегодня мы попробуем попасть в национальный парк Аанга и посетить реликтовый лес. Почему попробуем? Потому что туда надо получить особое разрешение. Я его получил, но на наш день и на все наше пребывание здесь мест не было. Поэтому пришлось внести некоторые правочки. Ну, будем пробовать. Для поездки на северную часть острова нам понадобилось ехать через столицу Тенерифе, город Санта-Крус. Мне он запомнился обилием пальм и тени. А вот, кстати, туристический лайнер. Я, между прочим, первый раз в жизни увидел его вживую. Одно из таких мест эксклюзивных здесь — это вот пляж Теристас. В чем смысл? Обычный для нас пляж, правильно? Но есть момент. На Тенерифе песка нету. Поэтому этот пляж искусственный. 30 лет назад 350 тысяч тонн песка завезли прямо из пустыни Сахары. Сюда для того, чтобы сделать песочный пляж. Он один тут. Ну вот он. То, что мы считаем обычным пляжем, для людей экзотика. Чтобы добраться до парка Анага, нам нужно было преодолеть 11 километров диких серпантинов, которые, исходя из своего богатого серпантинного опыта, я характеризовал так. Это жопа. Вот так вот, не добавить, не убавить. Ну ладно, так что там с реликтовым лесом? Если вы такие же неграмотные, как и я, то
что я сообщу, что реликтовый лес – это лес, не измененный человеческой деятельностью и природными стихийными бедствиями, а растения в нем являются живыми ископаемыми прежних геологических эпох, которые смогли приспособиться к новым условиям существования. Итак, мы вошли в реликтовый лес. Лес, который, как говорят, существовал во времена динозавров. Оценить возраст деревьев здесь весьма тяжело, говорят. Поэтому возраст некоторых там 1000 лет. Вот, обросшие мхом. Прям таки ощущения вековых. Здесь полная тишина. Никаких птиц. Никто не свистит, как в обычном лесу. Здесь этого ничего нет. Вот ветки как переплетаются. Причудливо. А вот здесь такое вообще ультра мшивое место. Вон все деревья такие в мохе, в мохе, в мохе, в мохе. Вот тут есть даже каменная лестница. Неизвестно каких годов и кто по ней ходил. А вот здесь вот мох стоячий. Вот такой вот туннельчик. С моим ростом надо идти в позе животного, которое иногда на горе свистит. Тут вообще вот выглядит все, ну, очень старым, абсолютно сухим, абсолютно безжизненным, но вверху эти деревья имеют по 3 живые ветки. Снизу, конечно, вид, как вроде они уже лет 300 ничего не давали ни листиков, ни плодов. Нашли смотровую площадку, по которой сразу поняли, что ходим мы по краю скалы. А вот дерево, которое растет под углом 90 градусов. Тут у нас вообще парк юрского периода. Эти растения, как в фильмах про динозавров. Большие. Так, а в эту сторону вот пошла именно то, что называют чаща. То есть, как писали в книжках, мышь хвостом не провернет. Очередная смотровая площадка. А вот здесь наш дрон сможет показать всю масштабность данного места. И я вам могу сказать, что именно его расположение в таком именно месте и обеспечило сохранение данного реликтового леса. Так как практически 3-километровая высота гор умудряется задерживать потоки облаков, проходящих через север острова. И это обеспечивает постоянную высокую влажность и практически одинаковую температуру круглый год. И обеспечивает вечнозеленость данного лесного массива. А данная смотровая площадка является пиковой точкой в нашем маршруте, который, кстати, называется Волшебный лес. После нее уже идет дорога назад. Протяженность данного туристического маршрута около 7,5 километров. До этой точки приблизительно 4. Далее дорога поворачивает назад. Маршрут легкий, промаркированный. Ходить по нему приятно. Единственное, надо успеть взять на него разрешение. Штраф за отсутствие которого составляет 600 евро. А это вот, кстати, указатель на выход из нашего волшебного леса. Так, и вот здесь вот найдены в горе вот такие дырки. Видно сразу, что рукотворные. А вот какие-то даже значки тут непонятные. В общем, там ничего не видно. То есть просто вот комнатка и все. И вот такие фотогеничные скалы. На выходе из волшебного леса есть вот такая вот площадка. Совсем уж, на мой взгляд, гавайским пейзажем. А нас далее ожидает опять 10 километров серпантина, только уже вниз на противоположную часть острова. Так, мы приехали в деревню Таганана. Деревни, которые последние лет 500 занимаются тем, что ловят рыбу. Как сказали, они большие знатоки в рыбных делах и как ее готовить. Поэтому у нас вот принесли нам салат. Салат это тоже с рыбой. Тут все с рыбой, по-моему, кроме кофе. Сказали мне тоже канарская фишка. Надо попробовать. Это козий сыр гриль. Очень интересный вкус. Вот эта вот подливка, так сказать, она сладкая. Медовый. Сыр, да, чуть-чуть соленоватый. Это такое сочетание классное. А это принесли нам креветки с чесноком. Вот они. Ну и
Осьминог. Собственно. После обеда мы поехали в самый низ, чтобы увидеть пляж Бенихо. Ну и вот то, ради чего мы перлись в самый конец острова, чтобы созреть вот этот пляж. Тут вот есть лестница, на которую стоял знак еще, что ходить нельзя. И дальше вон там вот видно, что она только строится. Но уже частью можно воспользоваться. Поэтому вот мы решили немножко спуститься. Вот Виктория. Она тоже в обмороке тут. Это лучшая лестница в моей жизни. А вот сейчас мы можем оценить масштабность конструкции данной лестницы. Мне весьма сложно понять спуск до пляжа, когда ее не было. Сам пляж очень живописный, и отличается он наличием скальных образований, которых канарцы называют зубы аллигатора. Для созерцания полной красоты данного пляжа нужно воспользоваться картой приливов и отливов, потому что если приехать в неправильное время, все эти зубы, вся эта красота может быть под водой. Есть специальный сайт, где это можно увидеть с точностью до часа. Итак, мы пришли на вот такой вот, будем говорить, прямо суровый пляж. Виктория даже сомневается, что она будет купаться. Но я считаю, что хотя бы для галочки, что купался на северном пляже, да. Ну и тут же серферы. Моя мечта. Пляж, естественно, черный. Куда же он тут без вулканического песка? Лично у меня, когда я хожу по такому пляжу, ощущение, что я хожу по пеплу или по золе. Вот так выглядит этот песок, когда мокрый. Он блестит. Посмотреть, все очень прозрачно. Хоть, по идее, должно каламутиться от таких волн, но вода прозрачная. Так, а вот тут это и волны. Так, вон там Виктория, очень замерзшая. Нереальная картина, как черное стекло, когда мокрый песок. И это блеск, когда солнца нету. И вот так выглядит черный песок на теле, как вроде в говно, в грязь какой-то влепился, в сажу. Хоть мы были весьма ограничены во времени, но скалу со смонтированными на ней переходами мы пройти мимо не смогли. Вот как это выглядит. Скала уходит в океан метров на 50, и каждый метр на ней место, где можно сделать классные фото. В день вылета погода рыдает, что мы улетаем. Рыдает, короче, да, и Виктория он тоже очень смешная. Но мы все равно последний день добиваем прогулкой в дождь по столице Тенерифе, городу Санта-Крус. На набережной Санта-Круза есть вот такой вот, как он называется здесь, муниципальный аквапарк. А вон там вот видно, это аудиторио, концертный зал, главный на Тенерифе. Вот знак возле аудиторио. Вот эта хитрая конструкция собирается в скрипичный ключ с какого-то ракурса. Со стоянки я его видел, здесь уже не могу поймать. Сам концертный зал. И вот древний оборонительный форт. Вот такое вот место напоследок посещаем. Признаком хорошего заведения всегда считается наличие местных в нем. Здесь их, ну просто капец, ну просто. Нам пришлось посидеть в зале ожидания, пока освободится столик. Мы выдвинулись в аэропорт Тенерифе Южный. Там мы сдаем машину, и оттуда у нас вылет в Киев. Ну и самое время подвести итоги. Первое. Климат. Это лучший климат в мире из тех, которые я видел.
Именно это способствует тому, что порядка 12-14 часов в сутки ты можешь находиться вдали от своего дома и наслаждаться достопримечательностями. А вот так вот выглядела наша Google карта острова. И посетили мы порядка 95% вот этих вот отмеченных точек. 6,5 дней, 1160 километров пробега – это то, что понадобилось мне, чтобы посмотреть все основные и большую часть неосновных достопримечательностей острова. А деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? А деньги, то вот они. Сразу скажу, проживали мы в принципе недорого, машину арендовали дорого. К порциям в кафе мы так и не приловчились. Слишком большие порции, можно было брать меньше. Цены в супермаркете такие же, как у нас. Если бы планирование поездки было больше, чем как у меня за неделю, то в принципе все эти расходы можно было бы сделать меньше. И сейчас я понимаю, что по большому счету, если бы была необходимость, я бы смело смог опустить итоговый ценник где-то процентов на 30. Что будет уже являться приблизительно ценою отдыха в Одессе. Поэтому, если вас интересует отдых на райском острове по цене Одессы, то вам на Тенерифе.